давно уже обсуждается тема освоения Марса. Но Марс далеко не приветлив для человека, поэтому далеко не все места Марса подойдут к жизни на нем. Я вам расскажу о самых подходящих местах на Марсе для жизни человека. Итак, хорошее место посадки на Марсе, их много. Места посадки должны иметь большой потенциал для открытий, что позволит исследователям искать признаки жизни и отвечать на ключевые вопросы о планете, не уезжая слишком далеко для исследований Марса, что может нести дополнительный риск. Безопасность места приземления имеет решающее значение. Для начала, место посадки нуждается в свободном доступе к воде. Это не так уж сложно, поскольку НАСА обнаружила, что Марс сам по себе, как ни странно, довольно влажный. На Марсе много воды. Даже в самых засушливых частях, примерно около экватора, есть вода. Стоит отметить, что вода необходима не только для питья, но и для сельскохозяйственных культур и для защиты от радиации. Также вода – это готовый источник кислорода, который можно получить посредством электролиза. Радиация – это еще одна проблема, причем, пожалуй, самая серьезная проблема, которая осложнит освоение Марса. В пределах магнитного поля Земли и относительно толстой атмосферы люди защищены от вредных радиационных частиц, разносимых через космос галактическими космическими лучами и солнечными вспышками, не говоря уже о постоянном потоке протонов, выбрасываемых Солнцем. Но у Марса нет достаточно сильного магнитного поля, а его атмосфера недостаточно плотная для защиты человека. Место посадки должно быть рядом с каким-то естественным образованием. Идеально подходит для этого пещеры, и они, кстати, имеются на Марсе. У меня, кстати, на канале имеется видео о пещерах Марса. Ссылка в описании и в конце видео. Легче всего для создания убежищ подойдет песок или мелкозернистый материал. Ученые давно рассчитали, что это будет идеально в тех условиях обитания, когда ученые больше знают о геологии поверхности. Эту информацию можно использовать для оптимального выбора мест посадки, для создания идеальной среды обитания. Гораздо дешевле использовать строительный материал Марса, в том числе с использованием 3D строительного принтера, чем привозить все с Земли. А вот, на вершинах вулканов, выступах, горах, полярных регионах Марса, пыльных местах, маленьких кратерах, приземляться не стоит. Потому, что в полярных регионах очень холодно зимой и очень ветрено в другое время года. На вершинах вулканов очень мало атмосферы, чтобы защитить поселенцев от радиации. Там, где много пыли, тем сложнее будет очищать с поверхности оборудование, и пыль будет доставлять дополнительные препятствия. А маленькие кратеры ограничивают исследовательские возможности исследователей. Идеально будет подходить место глубины долины Маринер, Большой каньон Марса. Большой каньон Марса простирается на 4000 километров вдоль марсианского экватора и в некоторых местах достигает 8 километров в глубину. Там, правда, имеется неровный рельеф и сильные ветры. Днем температура около 0 градусов Цельсия. Под глубоким каньоном есть отложения льда, из которых грунтовые воды могут прорываться на поверхность. Поэтому Большой каньон Марса подходит как источник воды приемлемой температурой, но и хорошим местом для поиска микробной жизни. Его низменность способствует более плотной атмосфере, что в итоге будет способствовать защите от радиации. Кроме долины Маринер, еще хорошо подходит кратер Гейла. Кратер Гейла хорошо исследовал марсоход NASA Curiosity, который собрал много сведений об этом месте, исследовав как геологию, так и климат. Он обнаружил доказательства наличия воды и древнего пресноводного озера. Еще один регион Марса тоже хорошо подходит для места посадки и освоения планеты. Это хребты Медузы Фосса. Этот регион на Марсе, обнаруженный недалеко от дихотомической границы между Нагорьями и низменностями Красной планеты, между центрами вулканической активности Фарсис и Элизиум.
Эта дихотомическая граница представляет собой узкую область, отделяющую покрытые кратерами Нагорья, расположенные в основном в южном полушарии Марса, от равнин северного полушария. Покрытые кратерами Нагорья стоят на 2-5 километра выше низменных равнин, поэтому граница проходит по относительно крутому склону. Процессы, которые создали и изменили границу дихотомии, остаются одними из основных вопросов, оставшихся без ответа в науке о Марсе. Ученые считают, что в этом регионе есть много подходящего строительного материала. Данное место представляет собой длинные горные хребты и глубокие долины. Я вам перечислил основные потенциальные места, которые выберут ученые для приземления и освоения Марса. А какое место считаете вы идеальным для приземления и освоения планеты Марс людьми? Жду ваши комментарии под видео, мне очень интересно ваше мнение, все комментарии я читаю. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и ставьте лайк.